Приветствуем вас на канале Раиса Гориченко, дача, сад, огород, цветы. Наш канал базируется по-прежнему в городе Измаил, а это юг Украины и юг Одесской области. Практически когда-то это было самое теплое место в Украине, но сейчас погода меняется, и эта погода много испортила нам различных растений с этими дождями, с холодной весной и холодным июнем. Но вот у меня из 5 сортов лилий, которые росли в открытом грунте, остается всегда вот эта лилия, самая устойчивая, самая крепкая. Хотя листики у нее тоже бледненькие. Вот они. Но она самая-самая-самая крепкая. Вот сколько лет она уже у нас находится. Вот такая она красивая, оранжевая. Не знаю название. Вот такие красавцы. Цветы. Это единственное, что осталось. Те даже они взошли, были слабенькие такие. Потом это вода. И как раз место, где собиралась вода. Ну и осадков было очень много. Поэтому они практически сгнили. Даже показать нечего. Вот. А эти цветут. Но случайный опыт прошлого года, осени прошлого года, привел меня к новому способу выращивания лилий. Вот по дороге еще одна лилия. Она здесь живет на одном месте. Смотрите, какой мощный ствол. Здесь 5 лет она уже живет. Ей тут нравится. Здесь как на высоте чуть-чуть. И вот она цветет. Тоже очень красиво. Здесь возле дома выходишь. Ну, естественно, аромата такого нету. Но очень красивая. И смотрите, букет такой вот. Очень красивый. Цвет такой теплый, оранжевый. И вот такие рисуночки. Вот здесь тенек сейчас. И более ярко этот цветок выражен. Очень красивые лилии. Если кто-то знает название этой лилии, напишите, пожалуйста. Потому что очень часто мы делились друг с другом какими-то цветами и без названия. Просто нравилось. Вы видели такую красоту и делились. Я тебе отдаю такое-то, поменялись. И вот у меня таким образом появилось. Ну, а теперь мы пришли к такому красивому уголку у нашего дома. Смотрите. Я уже вам показывала лилии, которые цвели у нас зимние. Вот это, кстати, то, что было в конце ноября получено. И вот этот цветочек, уже они завершающие. Видите, какие поздние получается. В общем, опыт у меня уже набирается опыта. Я так думаю, что нужно будет обязательно, уже их оставляю, записываю, что когда цветет, с чем, и нужно будет обязательно вот эти все цветы высаживать с одинаковым сроком цветения, чтобы это было красиво. А так получается, что ну, вот этот один здесь у нас растет. Видите, я его пересадила. А как я пересаживала, у меня, кстати, видео есть. Просто в конце ноября я получила на распродаже в одном из интернет-магазинов очень дешевые лилии. Я не знала, что они придут уже проросшими. Ну, а когда я их получила, что делать? В холодильник такие лилии я уже как-то использовала этот опыт. Знаю, что они погибают, не получается, если они проросли. А вот что делать? Я их посадила в горшки литровые, объема 1 литр. И вот они у меня прекрасные. Есть, кстати, и в теплице они зацвели у меня в конце апреля первые белоснежные лилии. И вот из этих же ноябрьских вот завершает цветение. Ну вот это просто вот чудо такое. Вот невероятно красивые они. Вот я ее сейчас к солнышку. Смотрите, какая красота. Форма какая. Когда раскрывается одна форма, когда вот сейчас уже цветет другая, потом вот интересно, вот уже отцвела. Вот смотрите, какая красота. Вот. Не сразу опадают все вот эти листики цветочные. Вот. Здесь какие-то даже пупырышки. Я еще такого чуда не видела. У меня где-то названия есть, я их записала, они на горшках есть. Вот здесь у меня уже, я точно буду знать, что у меня где находится. Вот смотрите, ну, это просто чудо. Вот.
на кончиках какие красавцы, да? Вот. Ну, эти завершают цветение, а вот эти только начинаются. Вот так вот. Очень красиво смотрится в горшках. И вот они раскрываются. Вот этот я посадила вверху. Это какая-то луковица была особая, очень дорогая. Я вот ее купила. Вот смотрите, как они раскрываются. Но вот скажу, что они такие ароматные. У нас открытые окна, здесь веранда. И просто вся веранда, вот 3 цветка зацвело. И все это в таком аромате. Вот как к стеночке прижалась. Надо будет забрать, чуть-чуть потянуть от стеночки. Вот смотрите, какая это красота. Просто получаете удовольствие. А я уже удовольствие и ароматами. Конечно, насыщаешься. Ну, очень красивый цветок. И получилось, что я снова же, не зная, что где у нас есть, когда будет цвести. Ну, название лилии обычно пишут, и все. И я вот каким-то образом интуитивно посередине посадила вот один этот большой. Посмотрите, он тоже розовый. А здесь, получается, они низкие, низкорослые. И посмотрите, какая красота. Уже раскрылись первые цветочки. Тоже чуть-чуть темнее тон. И серединка, вот видите, какие-то точечки такие темные. Темнее розовые. Это даже не знаю, и не сиреневый. Очень красивый. Передаст камера или нет. Очень красивый цвет. Вот сейчас только открывается одна. Вот этот букет, смотрите. Они очень долго цветут. Не везде здесь жарко. Здесь только частично у нас солнце. Поэтому их не припаривает и не прижаривает. И очень хорошо именно вот эти горшки белые. Тоже солнце отталкивает. И очень красиво смотрятся они, конечно же. Так вот, хочу показать вам, чтобы вот больше. Если солнце, конечно, здесь съемки как будто бы выгоревшие. А вот сейчас утро, и смотрите, какая красота. И вот это они все распустятся. Конечно же, засниму, расскажу. И вот здесь тоже уже готовится еще какой-то сорт. Снова же там где-то есть запись внизу на горшке. Вот такая красота. Но я сейчас еще покажу, сразу же отвечу на вопрос, каким образом я дальше с ними веду. Выбрасываю ли или пересаживаю? Нет, я не высаживаю и не выбрасываю. Изредка поливаю. Вот они перецвели, которые очень красиво тоже цвели. Единственное, что нужно, вот здесь вот будет знак стихии льва, я еще не все. Вот здесь срезаю, видите, цветоносы нужно срезать. И здесь уже срезаны цветоносы. Вот. Надо будет срезать для того, чтобы все питательные вещества направлялись именно к луковичкам. Вот там внизу. Вот это, кстати, я спасла. Очень красивая. Я ее просто вот в воде стояла. Я ее взяла, выкопала вместе с комом земли и в горшок перенесла. И вот она зацвела. А остальные почему-то не додумалась их выкопать. Ну вот они сгнили. Так вот, я просто-напросто оставляю и занесла в полутень. Здесь в актиниде только полдня солнце будет с этой стороны. И пусть луковицы созревают. И потом, это здесь один сорт. Я уже его показывала. Очень удобно, вот один сорт. И все одновременно красивый букет цвел. Очень красиво. Возвращаюсь к аромату этих необыкновенно красивых лилий. И отвечу еще на несколько вопросов. Что я им давала для питания, чем я их кормила. А кормила я их тем же, что и свои овощные растения, и садовые в том числе. В это время, когда уже формируется цветок, им нужно обязательно выдавать фосфор, калий и магний. Магний и калий просто вот обязательно нужны, чтобы вот эта красота вот ярко так вот красиво зазвучала, проявилась. И поэтому я, когда обрабатывала несколько раз свои растения микроудобрениями микроминералис, жидкие концентрированные органические удобрения, естественно, я по зеленому листочку проходила, тоже опрыскивала их. Это была внекорневая подкормочка.
Ну и под корень я несколько раз поливала, разводила. Если по листу 15 миллилитров ставила вот этих удобрений, то под сюда, вот под корень, я брала больше 30 миллилитров под корень и сюда вносила вместе с поливом. Вот кто-то прилетел. На аромат не понравилось. Вот такие были подкормочки. Сейчас уже не подкармливаю. Все, что нужно, цветочек набрал. Луковицы были крепкие, здоровые. Ну, а вредитель легко собирать. Вот несколько раз видела вот этих красных жуков. Выходишь из дому, из комнаты и, естественно, сразу же смотришь на цветочки, если где-то вредитель сидит. Вот, кстати, вот здесь вот он сидел, даже прогрыз дырочки. Я, естественно, его убрала и сразу же уничтожила. И вот такие вот цветочки. Скоро и этот букет тоже зацветет. Ну вот почему я пришла к решению, к тому, что дальше буду выращивать вот эти посаженные в апреле. И собираюсь снова же посадить в апреле, буду выращивать в горшках. Потому что погода и дальше будет такой вот переменчивой, будут дожди, будут осадки различные. А вот в горшках пораньше можно посадить в теплице, оставить, а потом выносить на улицу и вот таким образом их здесь сохранять от различных неблагоприятных погодных условий прямо под верандой. Здесь окошечко. Вот такая красота. И в горшках очень удобно и подкормочка, и регулировать поливы. Часто дожди выпадают, осадки именно тогда, когда нельзя поливать. Вот такая особенность. И вот такая красота будет у меня, во-первых, у дома. Радуешься и аромату, и вот этой красоте. И можно, естественно, продолжать это цветение дольше, если вот здесь тоже полутень, и они хорошо не выгорают, очень хорошо смотрятся в этих красивых горшках. Поэтому перехожу на выращивание этих цветов именно в горшочной форме. Но надо будет еще подкупить такие вот низкорослые, вот они очень удобны, и надо уже будет низкорослые. Вот здесь я правильно уже посадила. Все посажены, видите, одинакового роста и одинакового срока цветения. Это один сорт. И вот очень удобно и красиво получается. Зацветут этот букет цветущий, очень красивый. Ну что ж, я ответила на вопросы еще раз, чем я их подкармливаю. Им нужен калий и магний сейчас. Я это им даю. Но снова же раз в 10 дней, не больше. Вот. А теперь уже и подкормки ушли, потому что жарко, и они уже цветут. Их не надо уже больше стимулировать к тому, чтобы они цвели. Они уже раскрыли полностью все свои красивые листики. Ну, посмотрите, разве это не красота? Ну, вот сегодня просто такое видео, почему я буду выращивать теперь по-другому эти цветы. Случайный опыт мне вот дал такую возможность, и погодные климатические условия, и вот такие условия были, что поздно и проросли лилии, и вот благодаря этому опыту я пришла к такому прекрасному результату, и теперь буду уже выбирать вот этот способ выращивания лилий. Раиса Горяченко и Александр Волик поделились своими впечатлениями, ну и опытом выращивания лилий в вот таких красивых горшках. Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч в новых видео на нашем канале.